Ситуация швах. Резьбу сорвала у губернатора и олигарха. Оба начали рубить правду матку о положении в стране и искать виноватых. Кремлевская пропаганда обещает новые спецоперации. Возможные цели для следующего СВО названы «Дымовая завеса» или «Первый залп новой войны». Раньше общался с Путиным, теперь с зарубежной полицией. За российских миллиардеров взялись там, где они чувствовали себя вольготно. Звонкая пощечина Москве. В западной прессе появились унизительные для России подробности операции в Венесуэле. У экспертов две версии, но обе катастрофа для престижа Кремля. В Верховной Раде пошли против Владимира Зеленского. Какое решение президента Украины не получило одобрения депутатов? Расскажем. От санкций к реальным силовым акциям. У теневого танкерного флота появится новый серьезный противник. Он собирается действовать как Соединенные Штаты. Об этих и других событиях к утру вторника, 13 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ситуация практически катастрофическая. Так описывает обстановку в своей прифронтовой области белгородский губернатор Вячеслав Гладков. После ударов вооруженных сил Украины отключения света могут накрыть весь регион. Ситуация, она крайне тяжелая. Потери энергетических мощностей, они практически катастрофичные. В таком объеме такие проблемы еще не проживали. Данная проблема может охватить полностью Белгородскую область, это 1,5 миллиона человек. Но вместо поиска виновных во всей этой движухе Гладков призвал к поиску внутренних врагов. Губернатор поручил выявлять жителей, которые возмущаются отключениями, и передавать данные силовикам. Таких людей он назвал провокаторами, которые формируют социальное напряжение. Атаки со стороны и внутренних врагов. Вам нужно подготовить мониторинг, подтверждающий мои слова с точки зрения попыток провокации среди населения, чтобы поднять волну недовольства и так в крайне сложной обстановке. В пятницу без света и тепла остались более 550 тысяч человек, еще около 200 тысяч без воды. Власти уже советовали людям покупать генераторы за свой счет. Стали закрываться торговые центры и массово отключаться вышки сотовой связи. Теперь следующий шаг – наказывать за недовольство. Электричества нет, тепла нет, но виновных уже нашли. И это, похоже, не те, кто довел регион до катастрофы. Нервы не выдерживают и у олигархов. Ситуацию в России раскритиковал один из самых богатых людей страны – Олег Дерипаска. Основатель «Русал» обрушился на экономическую политику властей, и слов он не подбирал. Мы просто тупо просираем все, что удалось мобилизовать в 2022-2023 годах. Таким тяжелым и упорным трудом идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом и избранной страны. Ранее миллиардер уже называл войну безумием, ругал власти за удушение частного бизнеса и предупреждал о технологическом откате. После поимки Мадуро Дерипаска предрек крах сложившейся в России модели священного госкапитализма. Как только новый пост олигарха быстро разошелся на цитаты, он его сильно подредактировал. Интересно, сам одумался или из администрации позвонили? На фоне массового падения российских бизнесменов и закон. Такие откровенные заявления могут быть чреваты. Власти Ирана признали рост жертв среди гражданского населения, но цинично возложили ответственность за это на протестующих. Среди протестующих были замечены вооруженные элементы, которые стреляли не только по нашим силам безопасности, по полиции, но, что более важно, мы понимаем, что они стреляют и по обычным людям. Такую версию событий министр иностранных дел страны пытается продать Дональду Трампу. Мол, виноват сам президент США. После его обещания
обещание вмешаться. Если число жертв возрастет, протестующие начали стрелять по гражданским для того, чтобы дать Трампу повод. Немного напоминает кремлевские рассказы об Украине, которая сама на себя напала. Вся речь Аракчи была направлена в Вашингтону. Главный дипломат режима сначала заявил о готовности к войне, но потом сразу оговорился. В то же время, как я неоднократно говорил, мы также готовы к переговорам. Пользуясь тем, что интернет в стране отключен, власти ставят на телевизионную картинку с демонстрациями поддержки. Но видео о том, что реально происходит на улицах, все равно попадают в мировые СМИ. Не добившись ни Киева за 3 дня, ни хоть какого-нибудь ощутимого успеха за 4 года полномасштабной агрессии, путинская пропаганда обещает второй фронт. Владимир Соловьев допустил проведение специальной военной операции в Центральной Азии. И не только. В своем подкасте он заявил, что проблемы в нашей Азии могут стать для России гигантской угрозой, а значит, Москва вправе действовать так же, как в Украине. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – вот это гигантская проблема. Соловьев предложил забыть о международном праве и прямо сказал, если Россия начала войну в Украине из соображений национальной безопасности, почему бы не сделать то же самое в других точках зоны влияния? Игры кончились. Плевать на международное право, международный порядок. Очередная истерика Соловьева не прошла незамеченной. В МИД Армении вызвали российского посла и вручили ноту протеста. Как думаете, Соловьев о начале новой СВО серьезно или пытается отвлечь внимание электората от поимки Мадуро, ареста танкеров и позорного молчания Путина по этому поводу? Делитесь мнениями в комментариях. За российских бизнесменов взялись в Дубае. В Объединенных Арабских Эмиратах под следствием оказался основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев, один из крупнейших логистических магнатов России. Как сообщает РБК, он находится в Дубае под подпиской о невыезде. Расследование связано с заявлением бывшего топ-менеджера аффилированной компании. Речь идет о возможных угрозах. Сам Шишкарев все отрицает. В Телеграм он написал, что полиция ОАЭ разбирается с заявлением гражданина Украины, который обвинил его в угрозах насилия. Бизнесмен утверждает, никаких контактов не было, угроз тоже. И говорит о кампании дискредитации, за которой якобы стоит организованная группа. Шишкарев не мелкий предприниматель, а миллиардер с состоянием около $1,5 миллиарда, бывший депутат Думы и глава Совета директоров одной из ключевых логистических империй РФ. Его холдинг «Дело» контролирует крупные порты и судоходные компании, а 49% группы принадлежит Росатому. Все наши предложения я прошу учесть. Спасибо большое. Поправим этот протокол, сегодняшний документ, посмотрим. Обязательно. И теперь этот человек под следствием за границей. Для российского бизнеса это тревожный сигнал. Даже в тихой гавани вроде Дубая иммунитет больше не работает. Ведущие мировые СМИ продолжают издеваться над Москвой. Очередной удар по военному престижу Кремля нанесла авторитетная The New York Times. Издание прошлось по российским системам ПВО в Венесуэле и вынесло вердикт. Они оказались фактически неработоспособны во время американской операции. По данным газеты, перед захватом Николаса Мадуро комплексы С-300 и Бук-М2 даже не были подключены к радарам. Фото, видео и спутниковые снимки показали, что часть установок вообще лежала на складах. Удары США пришлись именно по местам хранения буков. В Ла-Гуайре, Катия-Ламар, на базе Ла-Карлота и аэродроме Игуэроте. На кадрах сгоревшие пусковые и обломки ракет, несмотря на попытки властей выдать удары за атаки по складам лекарств. Причина проста и унизительна для Кремля. В Венесуэле не хватало российских специалистов и запчастей, которые ушли на войну в Украину. Более того, источники New York Times считают, что Москва могла сознательно допустить деградацию ПВО в Венесуэле, чтобы не рисковать прямым конфликтом с США. Итог: американская авиация действовала с легкостью, а российское оружие продемонстрировало очередной пшик.
Оборонный комитет Верховной Рады пошел против Банковой. Депутаты притормозили кадровое цунами, которое устроил Владимир Зеленский. Противодействие вызвала одна отставка. В комитете не поддержали увольнение главы СБУ Василия Малюка. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, инициативу президента поддержали 7 членов комитета, против высказались 6, еще 2 воздержались. Формально это не блокирует процесс. Вопрос все равно можно вынести на пленарное заседание Верховной Рады, но с неприятной пометкой: комитет не рекомендует. Дальше все решит голосование. Для отставки нужно минимум 226 депутатов. А вот увольнение министра обороны Дениса Шмыгаля в комитете поддержали. Перевес в голосовании был уже в другую сторону. У теневого флота появится новый враг. Еще одна страна хочет присоединиться к США и начать брать танкеры на абордаж. Как сообщает BBC, правительство Великобритании нашло юридическую основу, которая позволит военным подниматься на борт и задерживать суда, используемые Россией, Ираном, Венесуэлой для обхода нефтяных санкций. Речь идет прежде всего о судах без действующего флага. Пока британские военные на такие корабли не заходили, но внутри Кабмина уже обсуждают применение закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года как основание для силовых действий. Лондон уже помогал США при недавнем захвате танкера «Маринера», а сейчас может перейти к самостоятельным операциям. Великобритания уже ввела санкции против более чем 500 судов. США за последние недели захватили 5 танкеров, еще 16 преследуются, как писала The New York Times. Некоторые суда в панике меняли название и перерегистрировались под российский флаг. По данным The Telegraph, Дональд Трамп дал зеленый свет этой компании, потому что Владимир Путин его, цитируем, утомил и стал главным препятствием к окончанию войны. Теперь Лондон готов подключиться, и для теневого флота это плохая новость. Океан становится все менее безопасным. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о новой ракете, которая появится у Украины и сможет долетать до Москвы, о двойниках Путина, загадочной смерти российского дипломата в одном знаменитом офшоре и о том, почему в администрации Кремля, как черти ладана, боятся цифры 1418. Обязательно посмотрите, если не видели, и подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. До встречи уже вечером.